Я сейчас покажу одну историю, и она, возможно, покажется многим интересным. Вот здесь многие призывали к обмену технологиями и всякими такими вещами. И вот мне кажется, что это, возможно, тема. Значит, проект называется «Метаверситет». В принципе, идеология проекта начала разрабатываться в 2008-2010 году в группе «Метавер», еще до того, как появилась оси. Вот там были... Куда нажимать? Вот там, в этой группе «Метавер» участвовали многие люди, которых вы знаете, и Паша Лукша, и Дима Песков, и вот я, и Илья Савчук, многие другие группы. Она выработала много разных направлений интересных, например, там, тему и геймификации, и тему, там, например, карт будущего. Это потом все объединилось в тему форсайтов, если так вот скрестить их. Вот. Были другие направления, там, метаигры, как ситуационные центры, где вот разыгрывать, например, тоже вот разные типы демократии, о которых сейчас говорили, и так далее, в игровом варианте, и понимать, что работает, что не работает. И были другие направления. А потом, значит, когда все это наработалось, все пошли пробивать какое-то направление. И пробивают успешно. Кто форсайт, кто что. А я сосредоточился вот на том подходе, о котором сейчас хочу рассказать, на определенной проблематике. Она называется так: микророли как катализатор генезиса образовательных экосистем. Здесь есть две темы. Сразу видно. Первая тема узкая. Это микророли, компетенции, как это внедрять. У нас шел разговор о чем? Что есть навыки будущего, новые будущее. Это динамичность, умение работать с рассеянным типом информации, это там взять ответственность на себя. Это, кстати, доводить результат до конца, о котором здесь тоже шла речь. О Ашоке, да, у коллеги из Ашоки. Вот, и так далее. И понятно, что эти качества у нас не мерят. У нас мерят математику, физику, там, как мы преподаем географию. А будущее требует таких качеств. И вот для того, чтобы это описывалось, появился компетенционный язык. И эта тема узкая. Тех, кто пытается это внедрить, потому что не так все хорошо внедряется, как хотелось бы. И вот мы работали в этом направлении, и в какой-то момент, бац, появилось решение. И часть этой презентации будет про это. А потом, поскольку это решение мы начали внедрять, поскольку я, в общем-то, люблю внедрять тоже, чтобы это сразу в практику шло. Мы про это сейчас много говорили. Вот. И начали мы внедрять это решение, и тут вдруг выяснилось, что эта штука стала работать как катализатор экосистемы. Знаете, как в химии. Кладете там какую-то вещь, и вокруг нее кристалл начинает нарастать. И это вдруг оказался такой интересный эффект, побочный, неожиданный. Кому-то даже он более интересен, чем сама технология. Вот. Но как это работает, трудно, наверное, понять, если все-таки немножко в технологии не погрузить. Вот, поэтому моя презентация будет из двух частей. Сначала технологии, а потом как растет экосистема вокруг этого решения, этой технологии. Вот на этом и сосредоточимся. Значит, сначала проблема. Как построить образовательный процесс на базе вот этих самых компетенций? Те, кто этой проблемой занимаются, знают, что это непросто. Во-первых, компетенции, я так скажу, в институтах, где их везде внедряют, не взлетают. Вот просто не взлетают. Они оказываются очень тяжеловесными. Преподавателю дают здоровенный такой список, их там 120, 130, их там надо там отмечать все. Это такая, очень часто преподаватели воспринимают как обуза непонятная. Очень часто это идет тоже непонятно куда в стол, ни студент этим не пользуется, ни преподаватель этим не пользуется и так далее. Зачем это как бы делается, все там ругаются, поскольку для всех это вот просто такое давление. Вот есть такая проблема. Вроде бы классная идея, сталкиваемся с недоением, получаем черт знает что. Надо искать какое-то решение. Вторая проблема. Нужны разные связанные форматы обучения. Во-первых, компетенции проявляются только в деятельностной позиции. Здесь мы много тоже говорили. Во-вторых, она требует субъектной позиции, чтобы человек на себя что-то взял, встал в какую-то позицию и начал действовать. В нашей образовательной системе этого очень мало, поскольку все просто учатся в пассивной позиции. Все слушатели, как вы сейчас вот здесь в зале. Вот. А надо, чтобы, в общем-то, все, по идее, вставали в какое-то действие, только так можно проявить компетенцию. Такие форматы появляются в институтах. Игры, проекты, еще что-то.
Но, как правило, они локальные и разрозненные. Они не связаны между собой, чтобы нам собрать общую картину, что получается построить на этот общий образовательный процесс. Во многом из-за того, что это делают разные люди. Потому что все не охватишь. Ты можешь держать один проект, кто-то другой проект, кто-то третий проект. И как добиться той связности, о которой говорили коллеги, чтобы это все сложилось в некую систему общую, это проблема. Следующее. Сложно оценить прогресс компетенции. Ну вот отметили, он хороший докладчик. А можно еще лучше. А как еще? Как студенту вообще с этим работать? Как видеть прогресс? Ну и, наконец, нет мотивации студентов. Студенты не очень понимают тоже так. Ну, просто для них это не наглядно. Вот было бы наглядно, тогда было бы все понятно. А так, что это такое, таблицы какие-то здоровенные. Ничего это не дает. Вот такие проблемы. Поехали дальше. И вот мы затеваем проект про все это. Во-первых, мы пробуем работать с экосистемой разных образовательных форматов. Вот коллега говорил о городском пространстве. Много чего происходит в городском пространстве. Действий, проектов и так далее. Это надо задействовать. Много происходит в ВУЗе. Много происходит еще где? На разных совершенно площадках, о которых мы говорим. Вот что-то на Кипре, например. И можно было бы это тоже включить. Вот. Второе. Итак, экосистема разнообразных форматов. Задача связать их через систему компетенций. Что-то общее. И все это дело ориентировать на профессии будущего, о которых у нас здесь было много разговора. Коллега из Индии на этом акцентировал внимание. Профессии из будущего и что из этого следует. И вот как это все выглядит уже. Значит, основой является вот эта вот розочка слева. Это профессиограмма. Мы называем это профессиограмма. Значит, что такое профессиограмма? Есть профессия, а есть профессиональные ниши, где человек работает. Скажем, я инженер, но я могу работать оператором на атомной станции, могу быть конструктором, разработчиком, а могу работать в научно-исследовательском институте. И я все равно инженер. В любых этих случаях. Вот инженер – это профессия, а вот то, что я перечислил, это профессиональная ниша. Она требует определенного набора компетенций, вот там стрелочками показано какие. Вот эти профессиограммы, они создаются, и они описывают разные вот эти ниши, в чем может работать конкретный человек. Мы пользуемся разработкой наших же коллег из ОСИ, поскольку все мы из одного корня, как я уже сказал, метаверского, вот, которые создавали атлас новых профессий. Вот в данном случае идет игропедагог, специалист, который с помощью игровых методик, геймификации может давать дидактический материал и так далее и тому подобное. Вот. И таким образом мы имеем профессиограммы, которые описывают нам профессиональную нишу вот этого в будущем товарища, который работает. Вот у нас много таких профессиограмм, и мы их разбиваем по семестрам. По семестрам. Вот. И вот здесь указано 6, 7, 8, там внизу они там есть, с 1 начинается. Профессиограммы снизу вверх растут по уровню сложности, чтобы студент мог их взять. Компетенции тоже. В верхних профессиограммах такие интегральные компетенции, которые состоят из компетенций более нижних уровней, которых есть. Таким образом, по семестрам можно двигаться. Вот, мы запустили эту систему. Практика показала, что хорошо работает такая штука, когда студент имеет выбор от 6 до 8 вот таких профессиограмм на каждом семестре. Из них он выбирает 4. И есть требование, что ему надо закрыть 3 из них. С этим он справляется при определенном устройстве образовательной системы. И вот он закрыл 3, получил зачет, переходит к профессиограммам следующего уровня, который идет. И у него есть. Заметьте, что каждый может идти по очень разным траекториям, по очень разным профессиограммам, а не по одной какой-то столбовой дороге. Вот. И вот у нас есть профессиограмма, есть компетенции, из которых она состоит, разных. Как мы их будем считать, как они будут наполняться? Понятно, что это модульная система. Идут отдельные модули в рамках городских пространств или еще где-то. И в модулях люди стоят в какой-то позиции, в качестве волонтеров, субъектной позиции, и кем-то, собственно, в какой-то роли такой, типа экспериментатор, аналитик, докладчик и так далее. Мы на что обращаем внимание? Что это деятельностная позиция, и мы через нее можно снять компетенции. Но когда мы начали работать с компетенциями, мы очень быстро выяснили, что компетенция требует определенного типа мышления, и поэтому надо работать также и развивать разные типы мышления. Системное, о котором говорил коллега, образное, вообще разное для разных типов.
А когда мы поняли, что с промышлением начали работать, мы быстро вышли на другое понятие – ресурсные состояния. Потому что оказывается, что разное мышление требует разных ресурсных состояний. То есть если вы, например, мозгоштурмите, вам надо в такое легкое состояние войти и так накидывать идеи, да. А если вы там бухгалтерский отчет делаете или в шахматы играете, то наоборот, там сосредоточиться, не дай бог ошибку сделать, да. Вот эта вот тема, ей никто вообще не работает. У нас школа знает 3 состояния только. Это дети, сосредоточьтесь, у вас контрольное. Дети, расслабьтесь, вот как вот мы сейчас делали. Наши пальчики устали, там потянулись. Есть еще одно состояние, оно называется перемена. Перемена! И все выбежали там бегать, на ушах стоять. Все. Никаких больше ресурсных состояний образовательная система не знает. Какому образовательному состоянию соответствует какое мышление и компетенция, это неизвестно. Вот это все тема нашего изучения, исследования. И тут же мы это пускаем в практику, как это можно развивать. Как можно развивать, входить в разные состояния, еще что-то делать и так далее. При этом есть определенный ноу-хау, и оно называется микророли. Дело в том, что когда мы запускали эту компетенционную систему в институт, она наступила на все те грабли, которые я вначале перечислил. Она была тяжеловесная, преподаватели отказывались это заполнять, это все быстро формализовалось и так далее. И вот пришлось изобрести новое понятие, оно называется микророль. Что это значит? Это значит, что мы разбиваем деятельность на отдельные субъектные позиции. Например, идет у нас дискуссия, и кто-то модератор. И вот в профессиограмму в нее входит 12-15 компетенций, она сложная. Но на микророле мы выделяем мало их, 5, там, 3 фокусных, 2 вспомогательных. И мы не просим преподавателя оценить компетенции, потому что когда он оценит компетенции, он начинает плыть. Какая там компетенция из этих 120? Почему именно эту надо писать или ту? Все, сетка уже создана. Вот, и мы просим его просто сказать. Это был, завалил он, плохой модератор, хороший модератор или так себе. Всего-то и оценочки. 0, 1, 2. Эта система очень легко воспринималась преподавательским составом. И еще более легко студентами, потому что им понятно, что, надо стать модератором, надо стать аналитиком, что надо закрыть, что надо пройти, а не просто там развивать компетенции. И дальше системой математики определенной, это все у нас уходит в базу данных, где у нас растет профессиограмма. То есть как это выглядит для студента? В самом начале курса, как я сказал, он выбирает профессиограмму, на которой ориентируется. Вот серое, что он должен заполнить, зелененькое, это что у него там потом заполняется. Получает потом некую систему, которая сама система предлагает ему какие-то модули, куда он может пойти и развить. Заметим, что он может сам себе выбирает траекторию, он сам решает, на какие модули поехать, для того, чтобы это как бы развивать. Дальше он выбирает роль, действует из нее, получает оценку. Оценка падает в розочку, которая превращается в более наполненный, и он видит перед собой маяк. Для студента очень наглядно. То есть студенты начали в какой-то момент бегать и говорить, а почему у меня эта компетенция не растет, а почему у меня это? И прям видно, что у них заинтересованность резко как бы поднялась при внедрении этой как бы системы, которая есть. Да, ее пришлось калибровать, потому что вот, понимаете, когда мы заполняем сразу 5 фокусных оценок, там шум получается, почему все 14 нельзя. И чтобы ее скалибровать, погрешность смести к минимуму, надо было сегодня сбои с техникой, я смотрю. Значит, и вы сейчас увидите, как это на уровне софта происходит, как студент, который для себя выбрал вот эти профессиограммы, как бы действует, и вот это все как бы выглядит. Все, не пошло? Тогда пропускаем. Значит, давайте я пока буду дальше рассказывать. Ребята сейчас там покажут. Пошло? Не идет. Не идет. Вот, значит, каменный цветок не выходит. Ну, ладно. Поехал. Вот есть софт. Вот человек нажимает на позиции. Вот этой девушке Варваре говорят, вот кого она может развивать на разных ступенях. Она выбирает себе то, что она, на какой ступени она сейчас находится. Вот она выбрала одну профессиограмму, выбрала другую профессиограмму. Вы их видели, эти профессиограммы там наверху. Вот. После этого она переходит к календарю. Вот. И ей на календаре она может войти в точку, посмотреть, что же там идет. Прям ткнуть в календарь и увидеть. Значит, в календаре, соответственно, раскрывается
что за действия, какие там есть микророли. Вот организатор лекции или еще кто-то. По сути, это волонтерские позиции. Просто представьте, как волонтеры. Люди записываются на волонтерские позиции в разные вещи. Вот, их одобряют или отклоняют. Если одобряют, они идут, эту роль выполняют. Когда роль прошла определенная, там по-разному, значит, ставятся эти оценки, отдельно можно поговорить как. Вот по такому очень простому принципу, о которых я там говорил. Вот. И в набирание, идет постепенное набирание, человек может уйти в свои результаты и посмотреть, какие профессиограммы, как растут от этого, потому что одни и те же компетенции могут идти в разные профессиограммы. Вот она видит, как ее розочка как бы растет, и это является таким навигатором студента электронным для того, чтобы двигаться по образовательным программам. Теперь пойдем к экосистемам. Значит, слайдик такой следующий. Мы видим, что у нас происходит со студентом. Во-первых, со студентом начинают происходить изменения. Вот, он становится более осознанным, и это очень важно. Дело в том, когда вот я общался по поводу системы, когда студент выбирает в болонской системе курсы, куда ехать, очень часто мне преподаватели говорили проблему. Они говорили, что часто выбирают, когда выбирают курс, по принципу, что легче сдать, я на такой курс и записываюсь. Или по принципу, мой друг Вася туда пошел, и я за компанию. И как сделать так, чтобы осознанно люди выбирали, непонятно было преподавательскому составу. Здесь эта проблема оказалась решена. Плюс очень важно, что мы сразу студента учим все время вставать в субъектную позицию. Все время менять мир. Все время ехать в какие-то проекты, где ты начинаешь действовать и так далее. У нас изменения начинают происходить и с преподавателем. Когда приходит преподаватель и говорит, я хочу войти в систему, давать модуль. Мы ему говорим, а какие у тебя микророли? Он начинает думать и вдруг понимает, что кроме микророли слушателя у него ничего нет. Он начинает сразу судорожно думать, что-то придумывать, какие-то микророли там себе изобретать и так далее. Понимаете, сколько было у нас в ВУЗе призывов, надо вводить интерактивные форматы. Люди говорят, а вот у меня семинар, это же интерактивно, мы же говорим между собой. То есть людям непонятно, почему это не то, что этого не хватает. А когда они видят, что там микроролей раз-два общался, то все, сразу проблема. Или тут же они видят, какие компетенции не закрыты, что надо, оказывается, придумывать какую-то деятельность, микророль в какие-то компетенции. Очень классная обратная связь. Поехали дальше. Так. И в итоге у нас получается штучка. Мы ее запускаем в разных сферах. Сейчас скажу, каких. В частности, просто в секторе дополнительного образования в Петербурге среди, кстати, молодежи, Янис, как бы вот такая любимая тема. Вот. И мы видим, что к нам начинают подтягиваться ведущие модулей. Сами. Мотивы разные. Например, мотив начать курс, чтобы мы его как бы рекламировали, вывести его на какую-то самоокупаемость и вот превратиться вот в сектор самозанятых, в сектор, о котором мы говорили, социального предпринимательства и так далее. У других мотив такой, что школу свою какую-то продвинуть. Знаете, чтобы известность какую-то такую получить. Нормальный мотив. Вот этих мотив в лаборатории включить, начать исследовать. Мотивы разные. Начинают подтягиваться площадки. Что значит площадки? А вот эти городские пространства, где это все происходит. Тоже мотивы разные. Кто-то открыл себе детское кафе, ему нужны там ивенты, чтобы они какие-то были, чтобы оно быстрее раскрутилось, это городское пространство. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот. И они заинтересованы. Они говорят, давайте вот это все будет вот здесь происходить. Кто-то заинтересован в кадрах. У нас уже с первого курса забирают все. Их всех уже, многих на работу уже берут. Там на Питере и так далее. А в какой-то момент начинают подтягиваться и компании. Вот у нас внедряется система Фаберлики сейчас от корпоративных университетов. Это вполне себе платное как бы действие. Они как бы оплачивают это. Вокруг системы начинают набираться людей. Но и есть момент обратной связи. Видите, тут маленькие стрелочки. Потому что когда студенты вырастают, они тут же становятся и модульщиками, и ведущими. Мы говорили с коллегами о том, что сами студенты должны свои будущее формировать. Они начинают придумывать модули, они начинают формулировать новые компетенции, о которых мы даже не думали, а они, оказывается, нужны. А потом они начинают говорить, а давайте мы свои факультеты введем. Новые какие-то. Да, я заканчиваю. Вот, и они же, поскольку это вся такая проектная штука, она подразумевает, что люди постоянно начинают делать проекты, превращаются в свои площадки, это уже произошло, хотя проект идет 1,5 года. И мы надеемся, что это дойдет до компаний. Они начнут сейчас через какое-то время делать свои компании.
Ну, по статистике, вот, мы запустили проект, прогнали 500 человек примерно для теста, для калибровки. Вот, в Питере это больше идет в дополнительном пространстве, в среде молодежи, неформалов, с такого вот среде социального предпринимательства. В Москве там 200 человек крутится поэтому. В Москве мы решили провести такой как бы эксперимент про институализацию, насколько институт это воспримет. В МПГУ внедрена эта группа, результаты хорошие, также учатся и так далее. То есть мы видим, что в институты это тоже внедряется. В рамках корпоративного университета компании еще там 200 человек. И вот эта вот система, как бы она нарастает. Вот эти итоги пилотного проекта, 816 часов, 156 модулей. Сколько площадок задействовано осенью, зимой, весной, вот 13, 6, 14. Это питерские данные по питерским как бы местам. Все. Если вопросы есть, я отвечу.